Всем привет! В этом видео я покажу 5 разных салатов, украшенных разными цветами из овощей. Первым приготовим очаровательный салат с цветами. Салат не только красивый, но и очень вкусный. Начнем с подготовки морковки и редиски для украшения, так как им нужно постоять около 2 часов. Берем длинную морковь и нарезаем ее тонкими полосками. Это лучше всего делать овощечисткой. Ножом настолько тонкие пластинки не получится нарезать. В процессе нарезки морковь через каждые 3-4 полоски разворачиваем. Редис моем и нарезаем тонкими кружочками. В плоскую емкость насыпаем примерно 1,5 столовых ложки соли и наливаем 1 литр воды. Перемешиваем до растворения соли. В соленую воду кладем полоски морковки и разравниваем их. Сюда же кладем кружочки редиски. Оставляем их примерно на 1,5-2 часа. За это время овощи станут мягкими. Готовим ингредиенты для салата. 2 свежие морковки трем на мелкой терке. 4 вареных яйца трем на крупной терке. Берем 2 средних кисло-сладких яблока и разрезаем их на 4 части. Вырезаем серединку с семенами и срезаем шкурку. Очищенные яблоки трем на крупной терке. Яблоки поливаем 2 столовыми ложками лимонного сока или яблочным уксусом. Все перемешиваем. Это делается для того, чтобы яблоки сильно не потемнели. 130 грамм сыра трем на мелкой терке. Складываем салат сразу в блюде, в котором будем подавать его на стол. На дно блюда выкладываем половину яблок. Равномерно их распределяем по дну. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем половину подготовленных яиц. Равномерно их распределяем. Яйца немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Кладем половину тертой морковки. Немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Дальше выкладываем половину тертого сыра. Опять наносим майонез. Следующим слоем выкладываем вторую часть яблок. Наносим майонез. Кладем вторую часть яиц. Опять наносим майонез. Слой тертой морковки. Немного его солим. Наносим сеточку из майонеза. Все посыпаем оставшимся тертым сыром. Салат готов, теперь займемся украшением. Делаем розочки из морковки. Морковные полоски вынимаем из соленого раствора и обсушиваем бумажными полотенцами. Берем полоску морковки и немного скручиваем ее трубочкой.
Затем, перекручивая полоску, формируем лепесток. Таким методом делаем лепестки, пока не закончится морковная полоска. Цветок переворачиваем и закрепляем зубочистками. Таким методом скручиваем все цветки из морковных полосок. Кончики зубочисток отрезаем ножом. Делаем цветок из редиски. На бумажное полотенце выкладываем уже настоявшиеся кружочки из редиски. Обсушиваем их бумажным полотенцем. Кружочки из редиски выкладываем полоской внахлёст друг на друга. Скручиваем их трубочкой. С одной стороны лепестки закрепляем зубочистками. Кончики зубочисток отрезаем. С другой стороны лепестки расправляем. Получился вот такой цветок из редиски. Таким методом формируем все цветочки. Готовим цветы из огурца. Длинный огурец нарезаем тонкими полосками. Удобнее всего огурец нарезать овощечисткой. Полоски должны быть максимально тонкими, тогда они хорошо гнутся. Делаем цветы точно так же, как из морковки. Берем полоску огурца и немного скручиваем ее трубочкой. Затем, перекручивая полоску, формируем цветок. Таким методом скручиваем весь цветок. Внизу закрепляем зубочисткой. Лишние кончики зубочисток отрезаем ножом. Так скручиваем все цветы из огурца. Лучше всего цветы скручиваются из полосок, в которых нет семечек. Полоски с семенами с середины огурца не подходят, так как они рвутся посередине. Чтобы цветы из овощей не заветривались и выглядели красиво, немного смазываем их растительным маслом. Приготовленными цветами украшаем салат сверху. Красиво выставляем их, формируя полянку. Возле цветов выкладываем листья петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с цветами из овощей получился очень красивым и ярким. Он шикарно украсит любой праздничный стол. Салат легкий и сочный за счет яблока и свежей морковки. Вторым приготовим яркий и очень красивый салат, который прекрасно подходит для любого праздничного стола. Сначала подготовим куриное филе для салата. Филе моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон. Посыпаем приправой для курицы. Я использую приправу без соли. Равномерно растираем приправу по мясу руками. На сковороду наливаем растительное масло и ждем, пока оно нагреется. Сковорода нагрелась, кладем подготовленное филе. Обжариваем на большом огне до румяной корочки, сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Чтобы сильно не брызгало масло, можно прикрыть сковороду крышкой. Филе поджарилось с двух сторон. Наливаем в сковороду примерно полстакана воды. Накрываем крышкой и тушим мясо примерно 15-20 минут на маленьком огне. Филе готово, снимаем его со сковороды и даем остыть.
Остывшее филе нарезаем сначала на пластинки, а затем каждую пластинку режем кубиками. По желанию филе можно отварить или купить копченое. Приготовленное мясо выкладываем на тарелку. Равномерно его распределяем по дну. Наносим сеточку из майонеза. Берем 150 грамм морковки по-корейски. Нарезаем ее на более мелкие кусочки. Следующим слоем на салат выкладываем подготовленную морковь. Равномерно распределяем ее по мясу. Вместо морковки по-корейски можно использовать свежую или вареную тертую морковь. По центру салата выкладываем консервированную кукурузу. Красиво распределяем ее так, чтобы получился круг. Мне понадобилось примерно 1/3 банки кукурузы. Делаем цветы из помидоров. Берем помидор среднего размера и нарезаем его пополам. Половинку помидора нарезаем поперек тонкими пластинками. Первую и последнюю пластинки убираем, они не понадобятся. Получившиеся полукружочки помидоров сдвигаем относительно друг друга, делая полоску. Аккуратно придерживая руками, скручиваем полоску из помидора в рулетик. Получился цветок, похожий на розу. Готовые цветы кладем сбоку на салат. Таким методом готовим еще 2 розочки. Для 3 роз понадобится 1,5 помидора. Готовим украшение из огурца. Один длинный огурец разрезаем вдоль пополам. Половину огурца переворачиваем срезом вниз. Разрезаем его на кусочки вот таким образом. Сначала делаем 2 разреза, не дорезая до дальнего края огурца. Третьим резом отрезаем полностью кусочек. Стараемся делать пластинки огурца как можно тоньше. Таким методом нарезаем весь огурец. Среднюю пластинку каждого кусочка загибаем внутрь. Получается вот такой красивый листочек из огурца. Все украшения из огурцов выставляем на блюдо вокруг салата. Также салат украшаем листиками петрушки. Вставляем их возле цветов из помидоров. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым, очаровательным и вкусным. Совсем немного терпения, и на столе появляется вот такая прекрасная картина из овощей. Третьим приготовим салат «Лесной гриб». Его оригинальная и эффектная подача точно впечатлит всех гостей. Для этого вкусного блюда понадобятся самые простые и доступные ингредиенты. Сначала отварим куриную печень. В кипящую воду насыпаем примерно пол столовой ложки соли. И кладем полкилограмма куриной печени. Сюда же добавляем 1 лавровый лист и 3-4 горошины черного перца. Варим печень после закипания воды 15 минут. Все сварилось, воду сливаем, а печень оставляем остывать с закрытой крышкой, чтобы не заветривалась.
Шампиньоны нарезаем кубиками. Для салата понадобится 500 грамм грибов. Одну луковицу тоже нарезаем кубиками. На горячую сковороду кладем подготовленные шампиньоны. Жарим на большом огне, пока не испарится вся жидкость. Когда жидкость испарилась, наливаем растительное масло. Сюда же кладем нарезанный лук. Все жарим на среднем огне до готовности лука. В конце жарки грибы солим и перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и снимаем с огня. Три вареных яйца нарезаем кубиками. «100 грамм сыра трем на крупной терке. Я использую сыр гауда, но можно взять и любой другой вид полутвердого сыра. Вареная печень уже остыла. Нарезаем ее небольшими кубиками. Примерно 3 куриные печени оставляем для украшения салата. В миску кладем обжаренные грибы с луком. К ним добавляем нарезанную печень. Все перемешиваем. Печень и грибы должны быть уже остывшими. Сюда же в миску насыпаем сыр и подготовленные яйца. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем салат майонезом и хорошо перемешиваем. Приготовленный салат выкладываем на большое плоское блюдо. Выкладываем сразу в форме гриба. Когда весь салат уже лежит на блюде, ложкой придаем ему нужную форму и разравниваем. Диаметр моего блюда 32 сантиметра. Готовим украшения для салата. Оставленную куриную печень трем на мелкой терке. 2 вареных яйца разделяем на белок и желток. Белки трем отдельно на мелкой терке. Желтки тоже трем на мелкой терке. Украшаем салат. Нижнюю часть шляпки гриба аккуратно посыпаем тертыми желтками. Засыпаем примерно половину от всей шляпки. Ножку гриба посыпаем тертым белком. Аккуратно распределяем его по всей поверхности и по бокам. Верхнюю и боковые части шляпки посыпаем тертой печенью. Придаем нужную форму с помощью ложки. Низ гриба украшаем зеленью. Я использовала веточки укропа и петрушки. Помидор черри разрезаем пополам. Одну половину помидора кладем на гриб. По бокам украшаем листиками петрушки. На помидоре делаем точки из майонеза, имитируем божью коровку. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень красивым и необычным. Он украсит любой праздничный стол. Приготовить такой салат можно за несколько часов до подачи, накрыть пищевой пленкой и хранить в холодильнике.
Четвертым приготовим необычный и очень вкусный салат с грибами. Сначала подготовим ингредиенты для салата. 200 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. Вместо ветчины можно использовать запеченное или отварное мясо. Четыре вареных яйца трем на крупной терке. Одну сырую морковь трем на мелкой терке. По желанию морковь можно отварить. Из одной баночки маринованных шампиньонов отбираем несколько самых красивых грибочков для украшения салата. Остальные грибы нарезаем на более мелкие кусочки. 2 плавленых сырка трем на мелкой терке. Чтобы сырки лучше терлись, я их предварительно положила в морозильную камеру на 40 минут. Одно большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на четвертинки. Вырезаем семена и срезаем верхнюю шкурку. Подготовленные яблоки трем на крупной терке. На яблоки наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса и перемешиваем. Уксус можно заменить лимонным соком. Это делается для того, чтобы яблоки так сильно не потемнели. Складываем салат, ставим большое плоское блюдо и на него ставим кулинарное кольцо. Я выставила диаметр кольца 16 см. Первым слоем выкладываем нарезанную ветчину. Распределяем ее по дну и трамбуем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертые яблоки. Равномерно их распределяем и прижимаем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Затем кладем нарезанные шампиньоны. Распределяем по салату. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Равномерно их распределяем. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Распределяем ее по салату. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим майонез. Последним слоем выкладываем тертые сырки. Равномерно их распределяем. И немного утрамбовываем. Оставляем салат настаиваться и займемся подготовкой украшения. Соленую соломку кладем на доску и укорачиваем ее так, чтобы она получилась на 1-2 см выше салата. Всю соломку делаем одинаковой длины. Мне для украшения салата понадобилась 1 пачка соленой соломки весом 240 грамм. С салата аккуратно снимаем кулинарное кольцо. По бокам салат обмазываем майонезом. Я это делаю с помощью ложки. Приклеиваем уже подготовленную соломку. Стараемся немного прижимать ее к салату и следим, чтобы соломка была друг возле друга. Таким методом обкладываем соломкой весь салат. Берем сыр сулугуни и разрываем его на более тонкие волокна. Получившиеся веревочки связываем между собой. Делаем такую длину, чтобы хватило обвязать весь салат. Мне понадобилось связать 3 кусочка сыра. Подготовленным сыром обвязываем салат. Это придаст салату красоты и не даст никакой соломке случайно отвалиться от салата. Лишние хвостики отрезаем. Сверху салата кладем салатные листья. Я их руками рву на более мелкие кусочки, чтобы потом легче было брать салат.
На листья выкладываем оставленные заранее шампиньоны. Помидоры черри разрезаем поперек на две половинки. Выкладываем маленькие помидоры срезом вниз. Также салат можно украсить другими грибами. Я взяла опята. На помидорах зубочисткой, смоченной в майонезе, делаем белые точки, имитируя мухоморы. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с грибами получился очень красивым и необычным. К тому же салат очень вкусный. Сытность салату придают ветчина, яйца и сыр, а легкий приятный вкус – морковь и яблоко. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Также таким методом можно украсить и любой другой салат по вашему вкусу. Обязательно приготовьте такой красивый и необычный салат. Порадуйте своих любимых и близких. Пятым приготовим очаровательный салат с цветами. Салат не только красивый, но и очень вкусный. Готовится он просто, а для приготовления украшения понадобится только обычный нож. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. 200 грамм красной соленой рыбы сначала нарезаем пластинками, а затем пластинки режем небольшими кубиками. Один длинный огурец тоже нарезаем небольшими кубиками. 3 яйца трем на крупной терке. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем салат. На блюдо первым слоем выкладываем нарезанную красную рыбу и распределяем ее по дну тарелки. Сверху на рыбу наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертые яйца. Слой с яйцами немного солим. И наносим сеточку из майонеза. Третьим слоем кладем нарезанный свежий огурец. Делаем сеточку из майонеза. И последним слоем выкладываем тертый сыр. Теперь приготовим праздничное украшение для салата. Берем свежую морковь и аккуратно по кругу срезаем с нее морковную полоску. Готовые полоски из морковки кладем в кипяток. Держим их в кипятке примерно 1-2 минуты, в зависимости от толщины срезанной полоски. Вынимаем полоски и скручиваем из них цветочки. Морковка после такой термической обработки становится более мягкой и не так сильно ломается. Точно так же с помощью ножа срезаем полоску редьки. Полоски редьки тоже кладем в кипяток. Из размягченных полосок скручиваем цветок. Подготовленными цветами из овощей украшаем салат сверху. Четыре-пять помидорчиков черри нарезаем кружочками. Кружочки помидоров выкладываем по краю тарелки вокруг салата. Также салат украшаем листиками петрушки. Из оставшейся морковки отрезаем полоски. Вырубкой цветок вырезаем маленькие цветочки. Этими цветочками тоже украшаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат, украшенный цветами из овощей, получился красивым и праздничным. Он очень вкусный и сытный. Такой салат отлично подходит на любой праздник или день рождения.